10 сентября 2021 года двое петербуржцев-романтиков, Ваня и Саша, взяли билеты на самолет и отправились в Казахстан. Они открыли для себя эту страну 3 года назад, благодаря творчеству уникального певца Димаша Кудайбергена. Раньше они знали о Казахстане только факты. О том, что Казахстан 9-я страна в мире по территории, о том, что там проживает около 19 миллионов человек, и о том, что между нашими странами самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница, около 7,5 тысяч километров, которая нас разделяет и одновременно объединяет. Мы ехали без каких-либо ожиданий. Ехали знакомиться с людьми, любоваться ее природой и местными достопримечательностями. А еще нам хотелось по-настоящему понять, кто же такие казахи, что лежит в основе их культуры, почему они такие добрые, гостеприимные и отзывчивые. И как они умудряются жить в мире и согласии, сочетая в своей культуре опыт разных народностей и этносов. В общем, задача стояла непростая, но мы справились. И сегодня готовы поделиться своим опытом путешествия в Казахстан. Наша первая большая поездка в Казахстан состоялась в красивый город Алматы. Мы прибыли туда по приглашению основателя сети гипермаркетов Тоймарт Сабыржана Сериковича и Светланы Мукашевны, за что им безграничный рахмет. Изначально путешествие было запланировано на 10 дней, но из-за невероятной гостеприимности казахов наш вояж растянулся на 30 счастливых дней пребывания в Казахстане. Целый месяц в Алматы оставил самые яркие впечатления об этом городе и о его милых жителях. На этом канале вы увидите еще не одну передачу о встречах с интересными и по-своему выдающимися людьми Казахстана, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить эти интервью. Я предлагаю сыграть в игру. Кто первый подойдет, зайдет к нам в кадр, тот поделится выигрышем с каналом Алга Петербург. Ребята, мы закончили. Но сегодня я бы хотел рассказать о нашем захватывающем путешествии по туристическому маршруту Алматинской области. Это будут 5 восхитительных жемчужин Казахстана, которые нам удалось посетить в загородном маршруте за 4 дня. Это ледяной водопад Медвежий, который падает с высоты 30 метров в живописном горном ущелье. Это древнее высокогорное озеро Иссык, образованное 10 тысяч лет назад, а в наше время, как оказалось, излюбленное место для фотосессий жениха и невесты. Абсолютно космическое и уникальное озеро Каинды, добраться до которого – это уже целое приключение, не говоря о видах, которые откроются перед искателем приключений. Жемчужина северного Тяньшаня – озеро Кольсай с абсолютно кристально чистой водой, окруженное хвойными лесами и величественными горами, до сих пор снится нам в самых умиротворяющих снах. Ну и, наконец, 5-я жемчужина, которую невозможно описать словами, а точнее, все слова заканчиваются, как и дар речи, когда ты окажешься во власти Чарынского каньона. Об этих местах снято уже много передач, но в этом видео мы постараемся сделать акцент на эмоциональной части нашего пребывания в этих местах, чтобы сподвигнуть вас в обязательном порядке лично посетить эти красоты и пережить свои эмоции воссоединения с первозданной и величественной природой Казахстана. Алга! В нашем путешествии мы были не одни. Нам помогал наш алматинский друг Асылбек. Асылбек оказался профессиональным гидом, поэтому на протяжении всего пути мы получали от него самую интересную информацию. А это, между прочим, 220 километров или 2,5 часа ходу на автомобиле. Именно столько составляет дорога от Алматы до Чарынского каньона. Часть пути пролегала через Великий Шелковый путь, поэтому нам было что обсудить и над чем поразмыслить в дороге. Да и сама дорога оказалась весьма живописной. Мы проезжали небольшие деревеньки, бескрайние степи, суровые горы, видели пасущийся скот и даже запаслись настоящим деликатесом кочевника. Ну чё, Вань, за твоим любимым куртом приехали? Как заметили, размером тоже разный. Размер курта, да? Да. Они прям натуральные. Можно попробовать вот такие вот сразу. Здравствуйте. Вот. Нам вот это, наверное, маленький.
чё, Вань, мы с тобой уже много курта попробовали. Не весь нам понравился, скажем откровенно. Нормально. Нет, тут по-другому. Да? Да, по-другому. В дороге меня не покидала мысль, как люди жили здесь несколько поколений назад, о чем думали, о чем мечтали, чего боялись и чем восхищались. Ведь, учитывая технический прогресс, человечество сильно шагнуло вперед, а вот природа осталась неприкосновенна и до сих пор таит в себе тайны наших предков, которые скитались по этой земле в поисках лучшей жизни для себя и своих близких. Дальняя дорога и бескрайняя степь подталкивает на размышления о вечном. Невольно хочется запечатлеть каждый момент жизни, проживаемый в данную секунду. В наше время для этого мы нажимаем затвор камеры и стараемся зафиксировать все происходящее в надежде уловить неуловимое. А во времена кочевников это была песня или мелодия, которая отражала всю красоту окружающего мира и душевное переживание путешественника. Чего? Саш, подарок хочу тебе сделать. Что это? Цветочки? О, Господи, что это? Собик, расскажи, Саша, что это? Саша, это верблюжья колючка называется, правильно? Ага. То есть ее надо есть? Каждая страна может похвастаться своими природными чудесами. В Казахстане одно из таких чудес – это определенно Чарынский каньон. Достаточно часто его называют младшим братом Гранд каньона из-за масштабности и схожести геологических процессов. Красноватые скалы каньона, высота которых от 150 до 300 метров, внешне очень схожи со сторожевыми башнями. Протяженность составляет 154 километра, а на дне ущелья протекает река Чарын. Самый посещаемый и зрелищный участок ущелья – 2-километровая расщелина, ширина которой в среднем составляет 50 метров. Называется эта часть Чарынского каньона «Долиной замков». Красные с оранжевым оттенком скалы напоминают очертания людей, стены крепостей и башен. И вообще, атмосфера здесь довольно сказочная. Если честно вам признаться, то я был под таким сильным впечатлением, что не мог сдвинуться с места. Мне хотелось фотографировать каждый камушек, каждый выступ этого ущелья. Настолько сильно меня захватил Чарынский каньон. Друзья, это невероятно. Еще вчера мы с Иваном сидели в нашей петербургской студии и не видели ничего, кроме Чарынского каньона на фотографиях. А уже сегодня мы стоим здесь, на этой священной земле, гуляем, дышим казахстанским воздухом. Это невероятно. Здесь потрясающая энергетика. Как будто бы время и вечность встретились в одном месте. Я не знаю, как это передать словами. Это какая-то космическая атмосфера. Мне кажется, если бы мы не были ограничены во времени, я бы просидел там целый день. Я настолько увлекся изучением деталей, что продвинулся от начала каньона не далее, чем на 500 метров. Ну что, друзья, вот мы и добрались до одного из самых красивых мест Казахстана – Чарынский каньон. Впервые по-настоящему его разглядел я на промо-ролике Димаша Кудайбергена. Кажется, он снимал свое видео где-то здесь. Ну и, разумеется, увидеть эти фантастические места вживую
Это невероятно. Это завораживает. Здесь так тихо, так величественно. Такое ощущение, что здесь замерла история. Удивительные места. Как впоследствии выяснилось, вся красота была дальше. Это и древняя река Чарын, которая несколько миллионов лет тому назад питала Илийское озеро. Это и реликтовая ясеневая роща, которая охраняется ЮНЕСКО. Всего в мире насчитывается только 2 места, где растут ясени, пережившие ледниковый период. И бассейн Чарынского каньона – это одно из них. Так что мое послание будущим туристам такое. Друзья, не останавливайтесь, как только перед вами откроются просторы Чарына. Найдите в себе силы продвинуться дальше и загляните туда, куда не дошла нога петербуржца. Так, друзья, решил сделать красивые кадры. Надеюсь, что никакие змеи, скорпионы мне не смогут помешать. Как вы думаете? Боже, как красиво! Неужели я до сюда дошел? Вау! Фантастика! Удивительная природная архитектура и необычные пейзажи будто с другой планеты. Завораживают и пленяют, задевая каждую струнку души. Даже самые качественные фотографии не способны передать величие местной природы. Поэтому лучше один раз самостоятельно приехать сюда, чем много раз прочитать про это место или посмотреть его на картинках. После каньона мы отправились в деревню Саты. Это был наш перевалочный пункт, где мы остановились на ночлег. Мы сейчас вот вон туда едем. Там, получается, 3 поселка будем проезжать. Жаланаш называется. Карабулак. И вот третий поселок. Это наш поселок Саты. Там остановимся в гостинице Алгадос. Пообедаем и дальше пути. За вот этими горами вот находится Кульцай. Кульцай и Каин. За ними уже граница Кыргызстана. Наш гид Асылбек выбрал популярное местечко под названием Алгадос, а популярно оно стало благодаря интервью Юрия Дудя со знаменитой в Казахстане группой Ирина Кайратовна. Ребята ели бешбармак в этом же самом месте, у самой гостеприимной хозяйки в округе по имени Шакира. Там же мы познакомились с группой туристов, которые очень любили ночные посиделки у костра с песнями и частушками. Для нас с Иваном это был прекрасный вечер знакомства с народным колоритом и традициями, о которых с интересом рассказывали наши новые друзья. И женщина у нас ассоциируется, символ все равно птицы. У нее, если заметите, казахский национальный костюм, это как оперение идет, вот белое, вот этими слоями. И все движения вот в танце у нас, вот это вот как крылья. И женщина, она как птица свободолюбивая. Такое у нее есть. Хоть она и подчиняется мужчине, но вот все равно казашка, она такая свободная женщина у нас. Да. У нее есть свой голос. С рассветом солнца мы отправились в горы, чтобы увидеть озеро Кольцай. Магия утра сделала свое дело. Первозданная природа Казахстана
открылось перед нами во всей красе. А утренняя горная свежесть напитала нас энергией на весь день. Дорога от деревни Саты была быстрой, но очень эффектной. Мы двигались между гор, где каждая из них не давала оторвать от себя глаз. Осенний лес переливался всеми цветами радуги, а восходящее солнце приветствовало новый день. Оказавшись на смотровой площадке, озеро Кольсай предстало перед нами как на ладони. Глубокий изумрудный цвет, полный штиль и отсутствие людей погрузило нас в атмосферу первозданности и тотального воссоединения с природой. Ну что, друзья, вот мы добрались до жемчужины Казахстана, озеро Кольсай. Даже не верится, что можно увидеть эту красоту вживую. Мы приехали сюда очень рано. На озере, как вы видите, ни одной живой души. Это поистине прекрасно. Надо же, как чудесно поработала казахстанская природа. Маленькое, аккуратное, красивое озеро в самом центре горных хребтов. Удивительная находка для туриста. Мы почувствовали себя настоящими первооткрывателями, которые нашли нечто сокровенное и волшебное. Медленно и аккуратно, боясь нарушить гармонию природы, мы отправились исследовать левый берег озера. В это раннее утро нам не хотелось говорить, нам хотелось созерцать и постараться хотя бы часть этой красоты запечатлеть на камеру. Смотрите, друзья, красота здесь не только на самом озере Кольсай, но и вокруг него. Вот такая красивая тропинка ведет вас вокруг озера. Вдоволь насладившись прогулкой, мы заметили, как озеро начало оживать. Прибывали первые туристы, они суетливо разбирали аккуратно пришвартованные лодки, чтобы побыстрее оказаться в центре событий. Мы же для экономии времени запустили дрон. Позже мы узнали, что озеро Кольсай – это лишь одно из 3 озер, которые находятся неподалеку друг от друга. И туда водят пешие походы. Стали, вас уже нет? Саламатсыз ба? Жақсы, керемет. Вы выспались? Выспались. Ну, классно. Здравствуйте. Доброе утро. А это вы? Вы на всех 3 побывали? Доброе утро. Не, мы только на одном успели. Только на одном? Да. Оказывается, 3. Да, их Да. 8 километров. Улалсыкин. Алсия. Ну вот не могу вспомнить, то ли здесь было, потому что так все изменилось. Да, обустроили, да, очень Да, сильно? обустроили. Тогда ничего не было, просто дикая девственная природа была. А где мы это увидим вас потом? Канал Алга-Петербург. Я тоже хочу. Система из 3 озер находится в северном Тяньшане. Озера расположены в 10 километрах к северу от границы с Киргизией и в 330 километрах юго-восточнее Алматы.
на высоте порядка 2500 метров над уровнем моря. Глубина этого чистейшего озера порой достигает 50 метров. Друзья, как красиво! Удивительно, что с каждой стороны озеро Кольсай открывается вообще по-разному. Сейчас солнце становится все больше, озеро набирает красок. Я думаю, сейчас будет просто феерия. Да, недаром озеро Кольсай называют жемчужиной Казахстана. Поверьте, это место такое название оправдывает с лихвой. Находясь там, в окружении могучих гор, невольно начинаешь ощущать себя песчинкой. Ты понимаешь, как важно жить в гармонии с природой, как важно понимать, что ты и есть дитя природы, несмотря на то, что уже давно живешь в городе и, возможно, забыл, как много сил тебе может дать обычное утро в горах. Друзья, не поверите, сижу на дереве и созерцаю величественное озеро Кольсай. Магия утра. На озере невероятная тишина, никого нет. Вечность бы сидел и медитировал. Красотища! Мама дорогая! В народе говорят про Кольсай жемчужина Казахстана, так как с птичьего полета она как жемчуг светится. Для туристов тут сделаны все условия, соответственно, рядом есть гостиницы, гостевые дома. Вот, можете приезжать, отдыхать. Есть лодки, можно на лодках кататься, есть катамараны, можно рыбачить и на лошадях покататься. С этими мыслями наш отряд двинулся дальше. Солнце уже давно преодолело самый высокий горный хребет и теперь освещало нам путь к новым приключениям. На этот раз к озеру Каинды. Поездку к этому озеру и обратно забыть невозможно. Итак, наш отряд непобедимых пехотинцев направился прямиком в горы. Дальше, как говорит наш проводник, дороги нет. И придется подниматься на специально оборудованном транспорте. Друзья, в деревне не так просто с общественным транспортом. А еще хуже дела обстоят с такси. Но, кажется, мы что-то нашли. Ого! Кажется, это наша колесница подъехала. Вань, подтолкни, а? Все, погнали, короче. Горы. Это было настоящее испытание сродни американским горкам, больше похожее на подготовку космонавтов. Если бы я вез с собой бутылку кумыса, она бы точно сдетонировала вот в этот самый момент. Друзья, мы ведем свой репортаж из Казахстана, из российского автомобиля. Едем по казахским дорогам. Как видите, Казахстан и Россия – это гремучая смесь. Но при всей сложности и экстремальности маршрута надо отдать должное, что это было очень весело. Отсутствие внятной дороги помогает полностью проникнуться духом приключений и почувствовать себя геологом-натуралистом, который пытается забраться туда, где еще не бродила нога человека. Потом закупились вот другими машинами. Тут ездят X5 и крутые Mercedes и ML. Ну, Азик самый крутой получается здесь. Асылбек, а ты можешь узнать, часто она у них в ремонте бывает? Да, примерно 3-4 поездок, и нужно уже что-то менять. Пошел. Подожди. У нас что, пересадка, что ли? Да. На межгород. Здравствуйте. Здравствуйте. Быстро долетим?
Йо! Я даже не знаю, как этим управлять. Кажется, один уже готов. Команда Алга Петербург. В общем, чем теперь на УАЗике пересели на более комфортабельный транспорт. Вот, если бы вы видели эту дорогу, я не знаю, тут по ней пешком ноги сломаешь. Как они ездят, я не понимаю. Кажется, приехали. Озеро внизу. Ага. Там юрта, там плов готовят. Спасибо вам большое. Не за что. Рахмет. До свидания. Но каково же было наше искреннее удивление, когда мы оказались на месте. Там мы обнаружили целые делегации туристов и даже небольшой мини-городок с юртами и парковкой. Там стояли автобусы, джипы и даже лошади. В итоге то, что для нас с Иваном оказалось бездорожьем, для местных жителей оказалось легкой прогулкой. Озеро Каинды образовалось в ходе оползня и просадки грунта, случившегося в результате Кеминского землетрясения в 1911 году. Постепенно образовавшееся пространство заполнилось водой и погрузило в свои пучины хвойный лес, росший в долине. Пейзаж просто необыкновенный, и именно за этой красотой люди приезжают не только из Казахстана, но и из других стран мира. Вот еще одно невероятно красивое место мы посетили в Казахстане. Очень легко дышится. Это горное озеро. Невероятно кристально чистая вода. Ну и сюжет, конечно, завораживает. Как будто бы из какого-то фантастического фильма. Вообще природа Казахстана невероятно богатая. И, говорю, мы вроде километр туда, километр обратно. А природа самая разная. Я здесь увидел уже и Карелию, и питерскую природу, и Сибирь. И все это в одном уникальном месте. Поэтому, друзья, если у вас будет такая возможность, обязательно приезжайте в Казахстан. Здесь очень красиво. Удивительно еще и то, что водоем имеет синий или бирюзовый цвет, который меняется в зависимости от погоды. Глядя на эту красоту сверху вниз, не перестаешь удивляться богатой фантазии природы. Такое невозможно придумать, и от этого захватывает дух. Вот это красота. Вот это буйство красок. Надо же, а? Как в сказке. Такое даже сложно придумать.
как эти деревья оказались здесь. И сколько они еще простоят. Да, здесь какой-то фильм можно снимать. Я помню, в детстве смотрел рекламу, где в горах кричали «Минтон!». Эти вековые ели, торчащие из воды, словно стражи дикого озера, которые отгоняют даже мысли о купании в этом таинственном месте. Да и искупаться без акваланга здесь вряд ли получится, так как температура воды даже летом всего плюс 6 градусов. А вот если вы любитель дайвинга, поздравляю. Острее эмоций, чем погружение в это инопланетное озеро, вы вряд ли где-то еще испытаете. Красоты местной природы никого не оставляют равнодушными. В течение одного дня здесь можно побывать во всех ландшафтных и климатических зонах, от песчаных пустынь и степей в предгорьях до вечных ледников и высочайших горных вершин. Я ощутил это на себе, когда вдруг неожиданно вокруг почувствовал русскую душу. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю. Ваня, я знаешь, что хотел сказать? Что именно вот эта часть природы, которую мы сейчас застали, очень похожа на карельскую. Ты был в Карелии? Был, да. Вот именно так, там хвойные леса растут. Скалы, горы. Не, гор там нет, конечно. Но вот именно я березы, когда проезжал, было очень похоже. Удивительно, как вот на... Казалось бы, мы тут километр туда, километр сюда, а природа настолько разная. Целый какой-то заповедник получается. Все дело в том, что по дороге к озеру в 5 километрах от него я увидел фантастическую березовую рощу и даже на мгновение подумал, надо же, как дома. Оказывается, Каинды в переводе с казахского означает «изобилующий березами». Именно поэтому озеро носит такое название. Тут приезжают люди, чтобы просто отдохнуть от городской суеты. Сейчас в основном у нас развивается хороший внутренний туризм. За счет него сейчас у нас в этом году именно очень много туристов приезжают со всего мира. Даже несмотря на то, что закрытая граница, они как-то добираются, чтобы увидеть вот эту красоту. И тут вода — настоящий эликсир молодости. Хороший мой. Ты мне чуть и руки не отпилил. На, забирай своего воробьеныша. Саш, иди погладь их. Эй! Привет, ребята! Привет, ребята! Как настроение? Да! Молодой человек! Уже поздно ночью мы добрались до следующего перевалочного пункта. Им оказалась гостиница в селе Чунжа. Это село известно прежде всего тем, что в его окрестностях бурлят горячие радоновые источники. В этом районе их насчитывается около 140. Все они появились благодаря вулкану, затухшему 200 миллионов лет назад.
Но магматические каналы целиком не закрылись. Именно они нагревают воду, которая затем под огромным давлением вырывается на поверхность. Эта вода обладает всеми мыслимыми и немыслимыми целебными свойствами. Именно поэтому здесь раскинулась сеть санаториев, в одном из которых мы и остановились. Друзья, приехали в 11 часов ночи, уже поздно, все закрыто. Хорошо, что нам пошли навстречу, открыли местный магазинчик и предложили что-нибудь взять на ужин. И лимонад. Друзья, только что вынырнул из бассейна. Это очень крутое место, называется Тумар. Здесь прямо из-под земли бьют горячие ключи. И вот здесь такой вот организован бассейн, в котором можно купаться. И вроде как очень полезный, молодящий эффект у этой воды я прямо сейчас ощущаю. Разумеется, нам удалось испытать целебные свойства этих вод на себе. Искупаться удалось 2 раза – утром и вечером. В первый раз я даже чуть не сварился. Настолько горячей была вулканическая вода, и настолько велико было мое желание омолодиться. Осторожно, друзья, это зрелище не для слабонервных. Ты бы сначала попробовал, на градусов 40, наверное. Те, кто ждал чуда из разряда того, что я вынырну из источника с пышной шевелюрой, могут расслабиться. Этого не произошло. Однако прилив сил и снятие усталости источник обеспечил на 100%. Был простой Александр Карельский, а теперь вареный. Видите, как Ваня помолодел? Это вот все горячие источники целебные. Молодой человек. Да, А вы откуда приехали? из Петербурга. Не видно, что ли? На следующее утро нас ждал маршрут обратно в сторону Алматы, где мы вновь завели разговоры о жизни и без конца останавливались у каждого живописного уголка, жадно вдыхая аромат степи, наслаждаясь ее безграничными просторами. Эй, не бойтесь! Не бойтесь! Не бойтесь, мы из Питера! Мы культурные! Не бойтесь, я вас погладить хочу. Вань, слушай, лошади, коровы не хотят с нами дружить. Барашки убегают. Еще, смотри, разговаривают как хейтеры. Да. Ну не нравится? Зачем дизлайки-то ставить? В середине дня мы оказались в еще одном удивительном месте. Это озеро Иссык. Озеро имеет древнее происхождение и печальную историю. Как утверждают геологи, образовалось оно примерно 8-10 тысяч лет назад в результате грандиозного горного обвала, который создал естественную плотину высотой около 300 метров. В 1939 году территория озера начала активно благоустраиваться. Была построена асфальтированная дорога, туристическая база и автовокзал. Десятки тысяч алматинцев и гостей города приезжали сюда круглый год для того, чтобы отдохнуть на лоне природы. Озеро было настолько популярно, что его фотография даже использовалась в туристических открытках и брошюрах СССР. Величественный и прекрасный город Заилийского Алатау. Здесь, у зеркальной глади озера Иссык, недавно открыта туристская база. Из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов страны приезжают сюда трудящиеся, чтобы провести здесь свой летний отпуск. Прогулки по живописным склонам, катание на лодках вдоль скалистых берегов Иссыка – все это надолго останется в их памяти. В 1963 году селевой поток стал причиной значительных разрушений в городе Иссык. На пути селям были снесены пионерские лагеря, дома отдыха, целые улицы и кварталы, засеянные поля. В настоящее время озеро восстановлено, однако его размеры сейчас в 2 раза меньше прежнего. Несмотря на это, оно до сих пор пользуется большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей. Возможно, еще и потому, что сюда ведет отличная дорога по горному серпантину и относительная близость к городу Алматы. Всего каких-то 100 километров, и ты наблюдаешь древнее озеро, окруженное горами, скалами, лесами и альпийскими лугами.
Базеде бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Петербургу привет! Здесь растут практически все виды флоры, а красивые фотографии получаются сами собой. Наверное, поэтому мы встретили здесь много влюбленных парочек и будущих молодожен, которые хотели запечатлеть себя на фоне озера Долгожителя, что само по себе очень символично. Давай, позируй нормально. Вот так, вот так. Все супер. Без прикрас скажу, что мы были сильно впечатлены этим местом. Эмоций было столько, что хотелось петь. Мы шли по дороге наполненные и счастливые. Хотелось подпрыгивать на каждом шаге и шалить, как в детстве. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик, зелененький он был. Я думаю, это самый главный показатель того, как сильно на нас повлияла природа Казахстана. О! Бинго! Бинго! Это мое. Вечером был привал на базе отдыха. Это была наша последняя ночевка вдали от города, и она оказалась поистине прекрасна. Вы только представьте, после вкусного ужина ты открываешь окно и слышишь шум горной реки. Надвигающиеся сумерки делают горы еще более загадочными и таинственными. Ты выходишь во двор, чтобы насладиться тишиной и уединением, слушая вдали разговор дикой природы. Незаметно над твоей головой в ночной мгле вспыхивают миллиарды созвездий. Ты запрокидываешь голову вверх, и кажется, что мир остановился. Вокруг больше ничего нет. Остаешься только ты и Создатель, который смотрит на тебя миллионами глаз. В этот момент тебе не нужны слова. Ты понимаешь, что самый счастливый человек на свете — это ты. И всегда им был. Просто ты забыл это, спрятавшись под крышу своего дома или квартиры. Да и голову все чаще начал гнуть вниз, чем вверх. Как будто все уже узнал или постиг. Ты чувствуешь, этот разговор особенно важен. Ведь ты разговариваешь со звездами, которые видели всех твоих родственников и наверняка многому могут тебя научить. И только ты готов начать жадно внимать этот урок, как вдруг очередной звонок, и ты опять в числе прогульщиков. Доброе утро, друзья. У меня в гостях великолепный Александр Карельский. Это программа «Завтрак с Иваном Червинским». И мы обсудим самые интересные темы. Саш, скажите, вы приехали из Петербурга. Да. Сейчас находитесь в городе Алматы. Угу. Поделитесь вашими впечатлениями. Алматы чудесный город. Санкт-Петербург тоже чудесный город. И вообще я уже сказал, что между ними много общего. И вот сижу я сейчас и пью кофе, ем булочку. Думаю, что же общего между Алматой и Санкт-Петербургом? И понимаю. Душевность. Ранним утром мы отправились к последней жемчужине нашего туристического маршрута. Ею стал водопад Медвежий. Название водопада не случайно. В 1960-е годы в Тургеневском ущелье водились бурые медведи. От Алматы до водопада 100 километров. Добраться до него можно за 2 часа. Разумеется, к самому водопаду вы не подъедете, зато получите массу удовольствия, взбираясь до него по горной тропе. Уверяю, красоты будут подстерегать на каждом шагу и даже за спиной. Идем мы, значит, с пацанами красоту смотреть. Останавливаемся. Оборачиваемся. А красота-то она вот где.
Мы с ребятами шли до водопада минут 15 и получили не только туристический опыт ходьбы по лесным тропам, но и личное удовлетворение от преодолеваемых препятствий. А вот и первая отдышка. Ой, друзья, тяжело, но красиво. Ребята, мы дошли. Вот это да. Так вот он какой. Могучий водопад Медвежий. Вань, что скажешь? Я просто обалдел. Это просто, это что-то вообще невероятное. Вот он, невероятно роскошный, красивый водопад Медвежий. Как здорово, что мы посетили это место. Такое ощущение, что он бескрайний. Сам водопад очень эффектный. Вода там падает на тебя с высоты 30 метров, и от этого захватывает дух. Пробыв там какое-то время, мы почувствовали силу горной природы, наполнились живительной энергией воды и готовы были двинуться в обратный путь. Ну что, друзья, пришло время искупаться в водопаде Медвежий. Вы готовы? Задержите дыхание! Эта вода когда-то пробила себе путь в суровых горных породах и нашла себе выход. Точно так же и нам нужно находить время, чтобы воссоединяться и наполняться силами природы. Эти удивительные красоты доступны нам сегодня как никогда, и очень глупо прятаться от них, оправдывая себя нехваткой времени. Я пообщался с женщиной, которая всю жизнь живет в паре километрах от этого места и ни разу там не была. Надеюсь, после этого фильма она очнется и увидит, какая красота находится буквально у нее под ногами. Для всех нас это хороший пример оторвать голову от планшетов, отложить все дела и посмотреть по сторонам, жадно вглядываясь в окружающую нас природу. Давайте попробуем осознать, что все самое прекрасное уже придумано Создателем, и все, что мы делаем в жизни, это лишь интерпретация подлинника. Согласитесь, глупо создавать свой собственный мир в надежде, что он будет лучше или совершеннее, чем тот, который нам подарила природа. Единственное, что в наших силах, это не навредить ей и постараться бережно передать красоту, в которой мы живем, своим детям. Пусть кадры, показанные в этом фильме, сподвигнут вас на приключения. Пусть вам захочется увидеть то, что по большому счету находится на расстоянии вытянутой руки. Очень часто мы обесцениваем то, что находится у нас под носом. А зря. Мы, петербуржцы, как и тысячи туристов, специально прилетели в Казахстан ради того, чтобы за несколько дней увидеть уникальную красоту, которая создавалась тысячелетиями.